Всем привет, меня зовут Веруша, и я профессиональный гример и визажист, и вот в этом видео я буду рассказывать, чем отличаются эти две профессии, какую стоит лучше выбрать и вообще стоит ли выбирать. Для начала хочу сказать, поблагодарить всех за просмотры, за ваши лайки, за то, что уделяете время моему каналу, спасибо прям сердечное. Что ж, с самого начала я занималась творчеством, поэтому другой профессии, кроме как творческой, я для себя не выбирала. И после 9 класса мне нужно было определяться, куда мне идти. И как-то так я обнаружила, что рядом с моим домом есть театральный художественный колледж номер 60, где подготавливают специалистов для кино и телевидения, осветителей, костюмеров, бутафоров, гримеров, соответственно. И как-то я даже не думала о том, чтобы стать гримером, но когда я туда пришла, меня так завлек этот мир весь творческий, все люди творческие, и мне стало интересно. Я подумала, что в любом случае я могу уйти в любой момент, если мне что-то не понравится. И, конечно же, я никуда не ушла, отучилась там 5 лет. Надо сказать, что конкурс, кстати, был какой-то сумасшедший, где-то 150-200 человек на место, и девочки прям расстраивались, реально плакали, те, кто не поступил. То есть тогда это образование очень ценилось, и это, по-моему, аналога нет вот этого колледжа, что да, по-моему, нету. То есть вот он один такой уникальный, по-моему, в России вообще. Вот, я не знаю сейчас, какое там образование, но насколько я слышала, то что все-таки уровень, как и везде, наверное, он снизился, и уже нет такого сумасшедшего конкурса, нет такого ажиотажа и огромного количества желающих туда попасть. Вот, там даже какие-то существуют недоборы. Но мы учились с большим удовольствием, нам всем было интересно. Я, конечно, не отвечу там за весь свой курс, там 25 девочек, но в большинстве своем мне кажется, что все были довольны этим образованием, которое получили, потому что что значит входило в наше образование? Вот я говорю про гримера сейчас. Мы изначально художники, мы рисовали, то есть очень важно знать там анатомию человека, да, мы также занимались, лепили из гипса. То есть вот это вот очень важные моменты, потому что когда в работе нужно что-то, например, нарисовать, или, к примеру, вот условно вам нужно выделить какие-то впадины, да, тот, кто рассматривает вот профессию гримера или визажиста, и если вы несете не туда, вот, например, сюда, куда-то, да, то вы не получите этого эффекта. Нужно еще знать, как это все соединяется со светом, как это будет смотреться со сцены, насколько нужно увеличить яркость, чтобы это было видно зрителям. То есть очень-очень много нюансов. Плюс работа там с каким-то пластиком, гумозом, потом мы шили парики, бороды. Это тоже у нас долгий процесс, несколько лет занимал. То есть реальный вот парик от самого начала до конца. Это входит в профессию гримера. Потом стрижки волос. У нас была потрясающий преподаватель, очень такая модная, которая работала с Никитой Михалковым, режиссером, также сотрудничала. В общем, потом там история искусства у нас была, история причесок, вот такое вот очень углубленное образование, где была и теория, и практика. И я со 2 курса уже попала мы выбирали, можно было выбрать, куда пойти, я выбрала Пушкинский театр, и мне предложили там поработать какое-то время. Я вот со 2 курса, я про преподавателям никому не говорила, потому что преподаватели очень расстраивались и считали, что работа вредит получению такого хорошего, качественного образования. Поэтому я это скрывала, но уже с 2 курса работала и получала, собственно, непосредственно практику. В мои обязанности входило, соответственно, подготавливать артистов,
А профессия гримера, она включает в себя, естественно, работу с публичными людьми. Вы должны знать, как работать с этими людьми. Конечно, у меня там руки тряслись, и первые вот такие вот шаги. Я помню, там артисту, боже мой, потрясающий артист, известный достаточно, я ему подпалила ушко. Такие вот марселевские щипцы с печкой, вот, это тоже визажисты, конечно, такого не знают. И вот, и нужно было закручивать волосы ему, и я вот подпалила, и он так очень мужественно сидел и делал вид, как будто ничего не происходит, а ухо уже было красным. О, боже мой, в общем, это был незабываемый опыт, мне было так стыдно перед ним, так неудобно. Вот, и работа с артистами, потом, есть свободное время, ты сидел, шил парички там, не парички, бороды надо было шить, потому что бороды такой в театре расходный материал, они иногда теряются, и когда, ну, постоянно клеишь, там, каждый день, например, то они выходят из строя, их нужно обновлять. Вот, то есть и сейчас такое тоже есть, что гримеры, они должны периодически подшивать вот эти вот бороды, и, соответственно, бесплатно. Вот, но это вот не во всех театрах. Я буду рассказывать, как я работала потом в Большом театре, потому что в Пушкинском я проработала год, по-моему, или 1,5 года, уж точно не помню, но, в общем, не так много. Потом я попала уже в Большой театр, это уже отдельная история. Вот, и, соответственно, конечно, разные спектакли, например, детские спектакли, там нужно расписывать лицо и делать какие-то тематические гримы. Естественно, визажист этого не сделает, отучившись 3 месяца на курсах. И вот также, естественно, где можно встретить гримеров? В кино, на телевидении. В кино работа с кровью часто, и, например, исторические какие-то фильмы, вы должны знать исторические прически, как они делаются. Бывает, нужно какие-то высокие делать или какие-то стилизованные. То есть это, на самом деле, нужно обладать большим знанием, как это все делать. И плюс это нужно знать, как это все закрепить. Если идет спектакль, то, естественно, артистка постоянно двигает, нужно закрепить это очень хорошо. Ну, то есть вот много нюансов, например, в Большом театре, где я работала, да, работа с балеринами. Ну, я работала на мужской стороне, но работа с балеринами, они двигаются очень активно. Нужно знать, как крепить эти волосы. Поэтому, вот, например, в Большом театре я не встречала визажистов. Вот просто, чтобы человек отучился 3 месяца на курсах и пришел в Большой театр. Наверное, такого человека не возьмут. Здесь нужно понимать, какая задача перед вами стоит. Если вы хотите работать в кино, в рекламе, вот я работала много в рекламе, и в рекламе, например, вам нужно подкоротить бороду артисту какому-то или модели. Ну, к примеру, вот заказчик просит. И если вы этого не умеете делать, а это нужно сделать, то, возможно, от вас откажутся и возьмут именно гримера, а не визажиста. Да, то есть вот эти вот моменты, их нужно учитывать, естественно. И вот я иду, ну, как бы я сейчас расскажу про профессию, да, визажиста. Визажист — это узконаправленная профессия, где вы работаете с лицом. Я, например, сотрудничала со свадебными агентствами, и бывало такое, что я делала, например, прическу, а лицо делал отдельный визажист. У нас это прям вот не как на Западе распространено. На Западе прям там они так очень много лет работают, и там действительно делает один человек волосы. У нас как бы все равно, да и на Западе ценятся на самом деле люди. Вот когда я гастролировала с Большим театром, и мы приезжали в какой-то театр, там даже выходной, у них вот выходной, у работников театра, они все равно шли и смотрели, как мы работаем, потому что их восхищало то, что один мастер может делать все очень быстро и
и прическу, и макияж. Вот, то есть, как бы, если вы рассматриваете эту профессию, то имейте в виду, что все равно очень ценится специалист, который умеет делать и волосы, и макияж. Иногда бывают такие съемки, где вы один должны все делать. Вот. Я очень редко работала с кем-то, чтобы вот я делала там отдельно лицо или отдельно волосы. Это только вот если мы договаривались с девочками на каких-то съемках, где много гримеров и нужно очень быстро все делать. Вот, и что профессия вот визажиста? То есть вы работаете с лицом, и да, зачастую это вот я очень часто слышу, что вот просто хватает там 3 месяцев. Конечно, сейчас есть на Ютубе очень много разной информации, можно, в принципе, смотреть, как работают другие визажисты и набираться опыта, как-то вбирать в себя информацию, все, тренироваться. Нужна, конечно, большая практика. Бывает такое, что человек просто вот он талантливый, и ему не нужно там учиться какое-то очень долгое время, вот. Но тем не менее я все-таки выступаю за то, чтобы получать глубокое такое образование. Не 5 лет, я бы сейчас убрала бы эти 5 лет, но тем не менее нужно знать и анатомию. Но опять же, задача какая? Если вы просто хотите делать какие-то модные макияжи, выезжать к клиентам, то, возможно, курсов и достаточно. В принципе, если там ваши клиенты будут готовы, да. Но я просто вот лично по своему характеру, я человек, который вот, я получила образование, например, я стригла, нас обучали в колледже, но тем не менее я пошла и еще, мне не хватило этих знаний, я пошла, отучилась в школе Долорес, чтобы вот прям вот максимально все уметь. То есть я просто по характеру такой человек. Мне кажется, что если я занимаюсь чем-то, то я должна знать все в этом деле и уметь все. Вот. Но кому-то хватает, вот, например, просто выезжать, например, работать только с невестами, делать макияжи, выезжать, или там клиентами. Все равно такое сарафанное радио работает в этом, и вы, например, сделали кому-то одному, понравилось, и вас позвали по знакомству еще куда-то. И вот так вот ты обрастаешь клиентами. В этой профессии, кстати, именно так и работает все. Вот, или, например, бывает в салоне, девочки работают, их вызывают, они делают макияж, то есть просто разные задачи, да, если вы хотите работать в кино, на телевидении, на телевидении, наверное, кстати, меньше, прям вот, что прям гример обязательно, опять же, зачастую, кстати, там гримеры действительно работают, потому что тоже надо знать специфику этого всего. На курсах визажа вряд ли об этом расскажут так вот подробно. Вот. Но если вы, например, хотите работать в кино, на телевидении, то, конечно, нужно профессию гримера выбирать. Был, например, случай у меня, когда я работала на подиуме с моделями. Сейчас вот девушки сказали, сейчас подойдет к вам гример. Она так испугалась, она сказала, а визажиста нету? Ей объяснили, что гример это покруче, чем визажист. И, кстати, это действительно так, потому что гример может все. Гример, он и есть визажист. Но он, помимо этого, еще и волосы делает, и может расписать детям лицо, и тело расписать красиво, живописно. Потому что мы вот изначально художники, у нас 5 лет было академического рисунка, живописи, все довольно серьезно, и действительно был очень серьезный такой подход к обучению. Вот, и что еще гример может? Гример вот может и парик сшить, и бороды, и усы, и все баки какие-нибудь, да все на свете вообще. Разрисовать так лицо, состарить лицо, морщины, плюс это работа с пластиком, там, да, какие-то лысины, когда нужно, кровь где-то, раны нарисовать.
когда там в кино какие-то ожоги. Все это, естественно, работа гримера. Поэтому здесь нужно определиться, что вам интересно, вот, и уже непосредственно выбирать либо гримера, либо визажиста. Визажисты очень узконаправленные и только работа с лицом. Гример может все, и это интересная очень профессия, действительно очень интересная. Поэтому если вы горите, если вы желаете работать в этой сфере, то я рекомендую вам получить более глубокое образование, где-то поискать что-то, и тогда вы можете работать вообще везде, везде попробовать поработать. Вот, так что, в общем, спасибо вам большое за внимание. Вот хотела вам, знаете, что рассказать? Случай вот такой вот, к примеру. Я работала на мероприятии, не на мероприятии, работала в шоу, в известном достаточно, и там были известные люди, я просто не буду называть. И я работала с коллегой, девушкой, она сказала, что она гример, она работала на разных клипах тоже известных исполнителей, и перед ней стояла задача, я была просто как помощница, как я помогала. Я не брала на себя ответственность быть там главной, хотя мне предложили изначально, вот. И когда я отказалась, мне просто попросили, можешь парочку дней вот вместе вот вдвоем поработать с коллегой. Я говорю, хорошо. И там нужно было достаточно известной артистке, девушке, красивой, кстати, сделать такую рану. Не рану, как будто вот она упала, и вот у нее кровь пошла. Ну так, как рана. Вот. И она очень нервничала, она мне постоянно спрашивала, что мне нужно сделать, то есть там вот оставалось 3 часа вот до вот этого момента. И я говорю, ты, пожалуйста, только на волосы не накладывай вот этот вот пластик, потому что этот пластик, он потом застывает, и нужно определенное средство, которое это уберет с лица. И то с волос это очень сложно убрать. И я вот ей повторила много-много раз. И она все равно нанесла этот пластик на волосы, потому что ей как-то надо было это все свести, вот края, чтобы они тонкие были. И все закончилось тем, что потом где-то минут 50 это все оттирали с волос, и надо сказать, что очень деликатно повела себя вот эта вот девушка, артистка, актриса, и очень стойко, но просто она сказала, она говорит, вы знаете, я так после съемок волосы восстанавливаю, и там, конечно, клочки волос просто выдирались. И это вот тот случай, когда девушка, да, как вот она сказала, она гример, она взяла на себя работу, которую она не может выполнить, она просто не знала вот технологии этого. Это вот очень важно понимать, потому что можно навредить, вот когда ты работаешь с пластиком, если ты не знаешь, то можно просто навредить, к сожалению, вот от незнания. Так что, в общем, важно просто, что вам интересно, для чего вы выбираете эту профессию, если вы ее выбираете. И я желаю всем определиться, и профессия действительно очень интересная. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы или что-нибудь такое. Вот, я всем желаю хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.